Все, приветик всем. Привет, кто меня смотрит. Привет. Вы молодцы, очень быстро присоединяйтесь. Сегодня у нас второй день интенсива. Напоминаю, что мы с вами вяжем юбку, и сегодня будет самый нудный, наверное, прямой эфир, потому что не все любят расчеты, но в то же время самый важный, один из самых значимых именно конкретно в этом интенсиве, потому что мы будем учиться делать расчеты. Расчеты вы со мной делали много-много раз, но у нас очень много новеньких девочек и очень много девочек, которые мне писали, что ой, я не смогу, не знаю, я вообще ничего никак. И вот как раз для вас это отличный шанс разобраться, как же делать эти самые расчеты. Поэтому сегодня мы сделаем расчеты на юбку нашу прямую, которая у нас с выточками, но мы сделаем расчеты до выточек, потому что выточки рассмотрим отдельно. Это уже такая отдельная тема, не хочется смешивать все в одну кучу. Вот, и сегодня также, помимо расчетов, мы с вами нарисуем те самые зигзаги. Я расскажу, как правильно все посчитать, чтобы ваши зигзаги поместились в вашу плотность. Потому что, как вы помните, у каждой из вас своя пряжа, свой размер юбки, своя длина и ширина, и вам очень важно, чтобы у вас зигзаги получились не просто как у меня, а чтобы они поместились во все ваши размеры. Вот, я отвечу на ваши вопросы, если они есть по поводу предыдущих, что ж такое, по поводу предыдущего прямого эфира. Единственное, что я скажу, какую я ошибку заметила, я уже проверяю домашние задания ваши, и ошибка часто встречается, особенно среди новеньких девочек. Вы когда рисуете схематичное изображение выкройки, вот эту часть, когда вы рисуете, вы вписываете сюда значение из самой правой колонки. Правая колонка под названием «Размеры юбки». Вот если у вас тут 89, то и в вашей выкройке тоже должно быть 89. Очень многие девочки, вот прям, я не знаю, ну прям вот каждая третья, записывают размеры вот эти, размеры ваши мерки вот сюда. Это неправильно, потому что это ваши бедра, ваша талия, и там, может быть, еще какие-то у вас будут значения, смотря что вы вяжете. Но в выкройку мы записываем конкретно уже размеры не ваши, а размеры изделия, которое мы вяжем. В общем, обратите на это внимание, проверьте еще раз. У кого я видела эти ошибки, естественно, я на это указывала. Мы специально выделили отдельную колонку для размеров юбки, чтобы потом переписать все вот на выкройку. Пишите свои вопросы. Давайте начнем. Я постараюсь максимально быстро все рассказать. Сегодня занималась творчеством, я сегодня рисовала. И вот наша юбка. Сейчас мы это все будем заполнять, записывать, распределять. Я надеюсь, что вам будет понятно. Я все буду рассказывать на примере своей юбки. Моя юбка, повторюсь, прямая, и у меня здесь, ну, будем говорить, 4 смены цвета, 4 полоски. Вы можете менять и количество полос, делать уже, шире, зигзаги, и менять также ширину юбки. Может быть, вам не понравится то количество зигзагов, которое у меня. Но в целом можете, вот если вы не очень любите творчество, в целом берите то, что у меня, и просто под себя записывайте, считайте. Сейчас буду рассказывать, как это все сделать. После удачных расчетов кажется, что уже все и связано. Мне рассчитывать нравится даже больше. Я обожаю расчеты, поэтому я этому учу. У меня нет каких-то видео там специфических, как сделать то, как сделать то. Вот как сделать расчет, у меня видео много. И еще, кстати, по поводу вот после удачных расчетов. Знаете, что образец это очень большая часть успеха вашего вашего изделия, а вот расчеты это 50% успеха. Если вы правильно сделаете их, если вы все четко посчитаете, без ошибочек, не поленитесь, запишите так, как я сейчас скажу, то юбка у вас будет вообще идеально. То есть в целом вам останется связать, но вязать вы будете четко по нашему плану вязания, и это будет, ну, только в удовольствие. Поэтому тоже на расчеты обратите внимание, в образец и расчеты очень важные вещи.
Образец для стирки нужно, до стирки нужно измерить. Это по желанию. Честно говоря, я сама лично не измеряю, ну, как бы, ну, не знаю, забываю. Но да, вообще, в принципе, это будет полезно, чтобы знать, насколько сильно растягивается пряжа. Будете рассказывать про юбку-карандаш. Мы сегодня рассмотрим расчеты моей юбки прямой с зигзагами. Завтра мы эту интарсию с вами начнем вязать. Я вам покажу, как правильно вязать интарсию на маленькой юбочке. Будем вязать с вами малютку. А вот в четверг я буду рассказывать расчеты на юбку-карандаш и на расклешенную юбку. Решила вот так вот распределить, чтобы мы интарсию не оставили на последний день первой недели, чтобы уже все желающие могли начинать вязать. Так что те, у кого карандаши расклешенные, вы можете подождать четверга, либо посмотреть, как делать расчеты по моим предыдущим интенсивам. Если вам срочно, то спросите, я скажу, где посмотреть. Так, давайте я поменяю камеру, и мы начнем с вами делать расчеты. Саше расчеты начинают приносить удовольствие, даже в других мастер-классах, пользуясь Сашиными клеточками. Вот сейчас мы как раз об этом и поговорим. Спасибо вам большое. Так, я тут зарядку вытащу, она мне уже не нужна. Сашенька, здравствуйте, в интенсиве не участвую, вяжу сыночку свитер, но посижу с вами в компании, послушаю полезную информацию. Посидите. Карандаш можно зигзагом? Можно, да, но там будут сложности возникать у вас с правильным распределением этих самых зигзагов, но в целом можно, да. Так, сейчас я тут все поправлю, чтобы было удобно и мне, и вам. Так, на ютубе вот так. Давайте я тут у вас поправлю, чтобы вам было видно. Это мой образец, который я вязала. Все-таки я хочу вот так, наверное, распределять волосы, которые я вязала с вами вчера. Нет, сейчас еще раз вот так, наверное, поправлю. Вот, я ВТО сделала, посмотрела, не линяет ли, ничего не линяет, специально в горячей водичке постирала, но его я не измеряю, потому что я вязала его спицами вот такими. Вязала просто для того, чтобы посмотреть, как у меня ложатся цвета и не линяют ли они. Спицами я буду юбку вязать другими, поэтому его не измеряю. У меня был другой образец, я его уже давно измерила и связала уже несколько юбок, поэтому даже возвращаться к этому не буду. То есть для себя отдельно ничего вязать не буду для расчетов. Но что хочу сказать, самое важное, образец мы вяжем конкретный образец для измерения. Мы вяжем конкретно теми спицами, которыми мы будем вязать само изделие. Даже если у вас эти 5 миллиметров и те 5 миллиметров, все равно берем конкретно те, которыми будем вязать, потому что иногда сама поверхность спицы разная, и плотность вязания тоже у вас может быть разная. Вот, как мы образец измеряем? Мы после влажно-тепловой обработки вот его спокойненько раскладываем, ну, расправляем здесь краешки, чтобы были видны все рабочие петельки, прикладываем линеечку мы четенько посередине, не сверху, не снизу, ну, то есть наоборот, да, прикладываем четко посередине и внимательно смотрим, чтобы у нас все рабочие петельки входили на нашу линеечку, кромочные мы не считаем. Точно так же высоту мы измеряем все наши рабочие ряды без ряда закрытия и наборного ряда, и также измеряем посерединке. Мы не двигаем ни сюда, ни сюда, вот посерединке приложили и измерили. Советую вам, вот сегодня, например, вы образец измерили, либо вы уже завтра, в смысле, либо вы его уже вчера измерили, когда связали. После того, как измерили, советую его отложить и, например, на следующий день, когда вы уже сядете делать расчет, измерить еще раз. Очень часто бывает, что там какие-то доли сантиметриков вы не заметили, и у вас уже другая плотность. Сантиметры мы не округляем. Если у вас получилось там, например, 10,3, то вы так и записываете 10,3, и вы не округляете до 10. Так, нитку обрывать в полосах надо. Я не обрываю здесь вообще ничего, потому что я хочу на всякий случай его оставить. Вдруг мне не хватит пряжи, я потом буду его использовать при вязании самой юбки. Но эти моточки я возьму в самую крайнюю очередь. Буду вязать сначала из других, из новеньких, чистеньких. Если еще не определилась с длиной юбки. Ну вот как раз самое время, когда будете делать расчеты, возможно, вы уже определитесь. Добрый вечер, не успеваю с тренировки вернуться, буду в записи смотреть. Хорошо. Пишите свои вопросы по поводу того, что
сейчас буду делать, если что-то будет непонятно. Ну вот, измерили мы образец. У нас есть вот такое схематичное изображение выкройки, с ним мы и будем работать. Также я нарисовала еще вот такую юбку. Это юбка в разложенном состоянии. Мы будем вязать ее одним полотном поворотными рядами со швом. Шов у меня будет на спинке, то есть вот это мой перед. Я отметила места для выточек, а вот остальные части, половинка одной спинки, в смысле наоборот, одна половинка спинки и другая половинка спинки, и тоже я отметила их вот с выточками. Выточки у нас будут наверху. Что здесь еще есть в нашей юбке? Наша юбка состоит из 5 зигзагов. Повторюсь, что зигзагов может быть неограниченное количество, их может быть и 3. Ну, как хотите, можно и 2 зигзага сделать, тоже будет неплохо. То есть юбка будет, ну, у вас вот с такими как бы треугольниками. Моя юбка из 5 зигзагов состоит, это оптимальная, ну, оптимальный вариант. Я вязала юбки и больших размеров, и чуть поменьше, и вот сейчас буду на себя вязать совсем маленькую. В принципе, 5 нормально. Вы можете сделать 6, если хотите, тогда будет 3 на спинке, 3 по переду. Что еще здесь есть в нашей юбке? По низу, ну, вот это нижняя часть, да, по низу у нас идет резинка. Я прям так запишу, здесь резинка. Резинка у меня 1 на 1. У вас может быть резинка 2 на 2, хоть 5 на 5, хоть что хотите. Вы можете также не вязать резинку, можете начинать здесь каким-нибудь другим способом. Например, у вас какой-то узор. Юбка у вас не лицевой гладью вяжется, а, ну, тоже, допустим, какой-нибудь резинкой. Тогда вы сразу этот пункт убираете и сразу начинаете вязать ваш узор. Либо, например, вам резинка не нравится, вы можете по краю пустить айкорд. Ну, можно еще платочную вязку пустить, например. Почему здесь резинка? Потому что лицевая гладь закручивается. Вот даже образец после стирки. Видите, край его закручивается. Если вам это нравится, в некоторых моментах это очень даже круто смотрится. Если вам это нравится, пусть закручивается. Но я хочу вязать снизу резинку, чтобы у меня юбка была с аккуратным ровным краем. Вот, резинка. Дальше у нас идут зигзаги, как я уже сказала. Их у нас 5 штук. 1, 2, 3, 4... 5 зигзагов, у вас может быть свое количество. Тоже советую также нарисовать. И вверх, посмотрите, вверх у нас идет какая смена цветов. Вот здесь у нас, давайте другим цветом. Здесь у нас первый цвет идет. Мы вяжем им резинку и заканчиваем вязать зигзаги. Дальше у нас идет второй цвет, мы вяжем полностью все зигзаги. Третий цвет, мы тоже вяжем полностью все зигзаги. И четвертая часть, это мы возвращаемся к первому цвету, мы вяжем как бы половинку зигзага, вот оставшуюся от этой части, и заканчиваем мы поясом. Сверху вот здесь вот у нас будет пояс. Пояс у меня тоже вяжется таким же цветом, каким и резинка, то есть мы вернулись к первому цвету. Но опять-таки вы можете регулировать вот эту вот очередность как хотите. Вы можете 4 цвета использовать, можете 2 и чередовать их друг за другом. Вот пояс вы можете в принципе не вязать, даже если у вас будет замочек, но пояс у меня будет, я вам буду показывать, как его вязать, и этот пояс мы тоже вяжем таким же цветом, какой и верхний. Так, сейчас я почитаю, что вы пишете. В вязании самой юбки в полосах отрываем нить. Вот когда доберемся до вязания, тогда я покажу. Вообще, здесь у нас будет несколько моточков, и как только заканчиваете вы вязание одной части, то да, нить вы обрываете. Добрый вечер. Мы еще ничего не вяжем, не торопите события. Да, мы пока делаем расчеты. Девочки, простите, не могу смотреть в эфире, посмотрю в записи. Хорошо. Резинка тем же размером спиц вяжется? Нет, резинка вяжется на диаметр, либо на пол диаметра тоньше. До этого тоже еще доберемся. Давайте сделаем расчеты. Я сейчас пока буду отвечать на вопросы по поводу вязания, пройдет эфир. Здесь, смотрите, я отметила, длина юбки у меня 53 сантиметра. Это все я беру вот отсюда. Ширина по низу у меня 89 сантиметров, сверху 63. Я нарисовала такой прямоугольник, не стала заморачиваться, там ничего не сужать. Понятное дело, что здесь за счет выточек у нас юбка будет уже, и она будет вверху 63 сантиметра.
Так, готово. Все я здесь все я подготовила. Выкройка мне уже не нужна, я могу ее убрать, потому что я все сюда переписала. И еще смотрите, здесь вверх у нас тоже идут блоки. Если внимательно посмотреть, резинку и пояс учитывать не будем. Если внимательно посмотреть, то вот у нас с крайней точки до вот этой точки начинается и заканчивается, да, первый блок, вот этот. Дальше у нас второй блок идет, это белый, и третий блок это снова красный, как и снизу. И таким образом наша юбка делится на 3 равные куска, на 3 равные блока. Не видно вам, да, из-за комментариев. Сейчас я еще повыше попробую поднять, чтобы вот так вам будет лучше видно в инстаграме. Вот, наша юбка делится на 3 равных блока. И вот эти 3 равные блока мы должны посчитать, сколько же здесь рядов. То же самое, у нас 5 зигзагов, и мы должны посчитать, сколько петель в одном зигзаге. Вот, давайте теперь это все внимательно высчитывать. Мы с вами пока рассмотрели, как эта юбка у нас будет выглядеть. Я возьму новый листочек и буду записывать. Берем образец. Образец мы измерили, и теперь нам нужно записать его плотность. Здесь я буду писать свою ширину, здесь, ой, опять не видно, простите, здесь я буду писать свою высоту. Вот так, ширина, высота, плотность. У меня получилось в 20 петлях 14 сантиметров, в 20 рядах у меня получилось 9 сантиметров. Помним, да, мы минимум вяжем 22 петельки и 22 рядочка образец. Записала я свои, как это называется, плотность свое вязание. Что мне нужно посчитать в ширине? Мне важно в ширине узнать ширину моей юбки 89 сантиметров и ширину верхней части юбки. Но верхнюю часть мы сегодня трогать не будем, но уже заранее посчитаем. 89 сантиметров у меня низ, и мне нужно узнать вот эту часть. И 63 сантиметра у меня верх. Мне нужно узнать вот это. Это у меня низ, это верх. Записываем так за мной ваши значения. Пропорция. Вспоминаем школу. 20 мы умножаем на 89 и делим на 14. У меня получилось 127. То есть 127 петелек у меня снизу должно быть, чтобы получилось 89 сантиметров. Дальше 20 мы умножаем на 63 и делим на 14. У меня получилось 90. Значит, 90 петелек у меня должно быть сверху, чтобы получилось 63 сантиметра. Давайте теперь посчитаем количество зигзагов. Мы прекрасно помним, что у нас запланировано 5 зигзагов. Количество петель в одном зигзаге сейчас будем считать. На 5 зигзагов я беру свои 127 петель рабочих, которые только что я посчитала. Так, я взяла непишущий фломастер. И делю на 5. У меня 5 зигзагов. Так, сейчас подождите, я возьму другой. И делю на 5. 5 зигзагов. Зигзаги. Правильно, да? Равно 127 делю на 5, у меня получилось 24,5. Но здесь у меня должно быть целое нечетное число. Нечетное. Нечетное, потому что у нас зигзаг имеет снизу и сверху, вот тут вот в своих концах по одной петельке. Поэтому нам нужно, чтобы в зигзаге было нечетное количество петель. Это для всех, кто вяжет зигзагом. Так, я тогда округляю, чтобы у меня было целое число, и чтобы оно было нечетное, я тогда округляю до 25. Вот 25 мне подходит. Обвожу в кружочек, что я выбрала это значение. Это значит, что у меня один зигзаг, ширина одного зигзага будет 25 петелек. Так, виснет? У меня не виснет, у меня все в порядке. Теперь считаю количество петель, потому что тут было другое значение. Количество общее петель. 25 я умножаю на 5. У меня 25 петель в одном зигзаге. 5 у меня всего зигзагов, и я получила 125. То есть 125 петель у меня будет снизу. Это немножко отличается значение от первого, потому что мы здесь округляли. Но нам важно, чтобы все зигзаги поместились четко без остатка. Значит, 120 петель у меня снизу. Главное, чтобы они сильно не отличались друг от друга. Ну, вот несколько петелек нормально. Оставляем. Так, 25,4, да, получается? Ну, может быть, может быть.
Так, давайте посчитаю. 127 делю на 5. Да, 25,4. Спасибо, что вы исправляете. Но суть не меняется. 25,4. Вы, кстати, следите, потому что я могу, ну, реально ошибаться в таких моментах. Так, давайте синим вот так обведу, чтобы было видно. Все равно округляем до 25, потому что 26 нам не подходит. Так. Дальше. Посчитали мы 125 петель снизу. Теперь нам нужно посчитать всю высоту. Давайте здесь будем считать высоту. Итак, смотрим. У меня всего 53 сантиметра. Я хочу посчитать, сколько у меня всего рядочков должна быть моя юбка. Это всего. Также у меня будет какое-то количество рядов в одном зигзаге. Вот у меня одна часть, вторая часть и третья. Вот какое-то количество рядов тут, какое-то тут и точно такое же тут. У нас юбка поделена на 3 равные части. Поэтому я здесь заранее нужно узнать, сколько сантиметров у меня один зигзаг. Зигзаги. И еще у меня есть пояс и есть у меня резинка. Это тоже все должно входить вот в это число. Тоже запишу пояс и запишу резинка. Первым делом резинка снизу. Давайте так. Первым делом я хочу определить в сантиметрах, сколько у меня будет пояс. Для этого я примерно прикидываю, либо уже беру готовую свою резинку. Возможно, вы ее подготовили, какую-то эластичную резинку, которую вы будете вставлять в свою юбку, и измеряю ее высоту, ну, либо ширину. У меня ширина резинки получается 2 сантиметра, и я к этим 2 сантиметрам добавляю еще 2, для того, чтобы у меня она свободно вдевалась, чтобы у меня был красивый здесь край, чтобы ничего не было натянуто, чтобы не было ничего такого грубого, знаете, поэтому здесь я запишу ширина резинки плюс 2 сантиметра. У меня получилось это 4 сантиметра, то есть высота моего пояса будет 4 сантиметра. Ну вот так примерно я себе прикинула. Вы тоже можете прикинуть, сколько вы хотите пояс, либо возьмите уже готовую резинку, измерьте ее и прибавьте к ней 2 сантиметра. Давайте я так это обведу, чтобы было это заметнее. И также я думаю о том, какую я хочу иметь резинку снизу, потому что, ну, это, в принципе, личное дело каждого. Вот эта высота ни от чего не зависит, вы сами решаете, какой высоты будет ваша резинка. Мы потом откорректируем эту длину в зависимости от того, что у нас получится здесь. Но вы можете, так знаете, даже просто вот так рукой прикинуть, сколько вам нужно, взять линеечку, померить, вот, ну, вот такую резинку хотите, померить, вот 6 сантиметров получилось. Значит, записывайте, что вы хотите резинку 6 сантиметров. Мне достаточно резинки 5 сантиметров. Ну, меньше не советую делать, потому что, скорее всего, может закручиваться ваша юбка. Где-то вот минимум 4 сантиметра, чтобы было. 2 сантиметра будет маловато. Можно резинку делать вообще широкую, сантиметров 10-15. Тогда юбка снизу будет хорошо сидеть, она будет обтягивать ваши ножки. Это тоже будет неплохо. И после этого всего я теперь могу посчитать, сколько сантиметров я могу выделить на сами зигзаги, на сам вот этот рисунок. Смотрите, я беру 53 сантиметра, это всего. От 53 я отнимаю 5 сантиметров резинки, ну я так решила, что у меня будет 5, и отнимаю 4 сантиметра пояс. И у меня получается 44. Девочки, правильно я считаю? 53 минус 5 и минус 4. Да, у меня получается 44. Линейка сейчас упадет. У меня получается 44 сантиметра. То есть на весь мой узор, на все мои зигзаги от этой точки до этой точки у меня уйдет 44 сантиметра. Записываю сюда 44. И теперь очень легко узнать все эти значения, все рядочки. Давайте посчитаем. Мы снова вспоминаем школу, снова вспоминаем пропорцию, как считается, и умножаем. 20 умножаем на 53 и делим на 9. У меня получилось 118. То есть всего в моей юбке должно быть 118 рядов, чтобы получилось 53 сантиметра. Дальше 20 я умножаю на 44 и делю на 9. У меня получилось
98. 98 рядов должны быть мои зигзаги. Дальше 20 я умножаю на 4 и делю на 9. Тут получается у меня 8 рядочков. Мой пояс будет в высоту. 20 я умножаю на 5 и делю на 9. У меня получается 12. 12 рядов у меня будет моя резинка снизу. Вот эти значения, вот это значение и вот это, оно у нас может еще сейчас поменяться, потому что в зигзаге нам нужно поместить четко, вот конкретно, четко вот эти наши величины, чтобы у нас все совпадало, ну, чисто геометрически. И, возможно, здесь будет какое-то другое число рядов. И если мы изменим это число рядов, то мы тогда изменим и резинку, чтобы уместиться ровно в 118 рядов. Так, читаю ваши вопросы. Девочки, у меня ничего не виснет, у меня все отлично. Если что-то у кого-то виснет, тогда вы перезаходите, просто заходите и выходите и заходите заново. Так. На детской меньше сделать зигзагов. На детской можете сделать 4, либо тоже 5, они у вас просто будут мельче. Можете посчитать и вот так, и на 4 зигзага, и посмотреть, как будет лучше. Ну, чисто прикинуть, да, вот вы же знаете в ширину, какая будет юбка, прикинуть, сколько сантиметров у вас будут зигзаги, посмотреть, сколько они вверх, и, ну, подумать, понравится вам или не понравится. Если низ юбки вязать вместо резинки платочной вязкой, образец надо вязать? Нет, не надо. На платочную вязку мы наберем такое же количество петель, сколько и на лицевую гладь. Так, я понимаю, что каждый зигзаг это отдельный моток. Да, об этом мы будем говорить завтра. Так, все отлично, супер. Давайте теперь считать дальше. Мы посчитали теперь ряды, посчитали сантиметры. Теперь нам нужно считать конкретно по зигзагам. В ширину мы уже посчитали, нужно считать высоту. Смотрите. У меня 44 сантиметра на мой узор отведено, это 98 рядов, и я сразу запишу 98 рядов. Все то же самое делаем, что здесь, только здесь мы делали с петлями, тут будем делать то же самое с рядами. 98 рядов, у меня 3 блока, как я вам уже говорила, 98 я делю на 3. У меня получается 32,6. Вроде как. Вроде как. 98 я делю на 3. Да, верно, верно. Видите, здесь я ничего не округляю. Вот прям записываю так, как есть. Здесь мне обязательно важно, чтобы число было целое, ну, потому что мы не можем связать 32,6 рядов, правильно? Должно быть целое число. Поэтому я округляю до 32. Пусть будет 32. И таким образом 32 рядочка у меня будет одна моя секция. Вот эта отметка у меня будет 32 ряда. Мы свяжем резинку, затем свяжем 32 ряда зеленым цветом. Снизу он будет переплетаться с красным. Здесь уже будет вязаться чисто зеленый. Дальше мы добавим белый и будем вязать 32 ряда зеленый с белым. И дальше в конце мы точно так же свяжем 32 ряда и будем вязать белый с красным. Ну, тут условно зеленый, белый, красный, у вас свои цвета. Посчитали. У нас петли, это ряды. Это у нас один зигзаг в ширину, это у нас один зигзаг в высоту. Дальше, теперь делаю то же самое. Считаю, какое количество рядов у нас теперь получается. 32 я умножаю на 3, у меня получается 96. То есть 96 рядов. Мой зигзаг по всей длине составляют 96 рядов. Мы помним, что тут у меня 98, а нам нужно поместиться в 118. Поэтому я беру свои 118 рядов, это всего. От 118 я отнимаю 96 рядов узор, это мои зигзаги, и отнимаю 8 рядов пояс. Помните то, что не меняется. И теперь мы немножко скорректируем ширину нашей резинки, высоту ее. 118 минус 96 минус 8 у меня получается 14. 14 рядов моя резинка. Это новое значение, я его высчитываю для того, чтобы у меня в итоге все равно получилось 118. То есть тут у меня теперь будет не 12, а 14 новое значение.
а тут не 98, а 96, для того, чтобы мои зигзаги поместились. Так, понятно, нет? Я первый раз сильно стесняюсь. А что за вопрос? Пишите. Так, все в порядке, девочки пишут. Если хочется 5 полос зигзагов, делаем все то же самое. Делим тогда не на 3, а делим на 4, да, или на 5. Вот вы нарисуете это все, посмотрите вот здесь по краю, хорошо очень видно свои блоки, и поделите на то число, которое вам нужно. И все сделайте то же самое. Саша, если я буду вязать на 2,5, такие большие зигзаги хорошо будут смотреться? Да, зигзаги в целом крупные, они смотрятся очень стильно. Я бы не советовала вам мельчить, вообще всем не советовала бы. У меня на юбке сзади разрез. Резинку можно теми же спицами, что и лицевую гладь? Ну, в целом можно, да, но все-таки советую ее вязать поплотнее, она будет лучше выглядеть. Ну, в целом можно, я не говорю, что это прям нельзя, запрещено. Александра, вы умничка, я всегда смотрю ваши видео, спасибо. Так, все понятно. Чуть-чуть не понимаю, пишите, что непонятно. В общем, мы теперь посчитали, и если мы нарисуем сейчас наш зигзаг, давайте мы его каким-нибудь красным цветом нарисуем, наверное. Если мы нарисуем сейчас наш один зигзаг, как он выглядит? Ну, вот так я постараюсь его нарисовать. Это как бы раппорт моего зигзага. Вот мой один зигзаг. Мы вяжем сначала зигзаг двумя цветами. Вот у меня здесь один цвет, а это второй цвет. Я взяла, ну вот конкретно вот эту часть. Вот сейчас я взяла, свет мигает. Вот эту часть, вот я ее взяла, вот этот квадратик, и нарисовала здесь. Похоже? Похоже. Мы сначала вяжем зигзаг двумя цветами. Вот здесь у меня, ну давайте я его вот так прям разделю. Вот здесь у меня два цвета. И здесь мы будем вязать интарсию. Интарсия. А дальше здесь сверху мы будем вязать одним цветом уже. Здесь уже один цвет, и тут уже интарсии не будет. Нам теперь нужно, ну, как бы все это вписать и понять вообще, что происходит. И ведь, смотрите, мы посчитали, что 32 рядочка у нас вот этот весь блок, но сколько рядов вверх у нас треугольник, тоже непонятно, зигзаг. Мы посчитали, что у нас зигзаг в ширину 25 петелек. Вот он в ширину. Вот здесь мы считали 25. Я записываю 25 петель, зигзаг в ширину. Сколько же зигзаг у нас в высоту? Давайте другим зеленым цветом отмечу. А в высоту наш зигзаг, его очень легко посчитать. 25 минус 1. Это у всех так. 25 минус 1 получается 24. Значит, 24 рядочка вверх будет наш один зигзаг. Это у всех так. Мы просто отнимаем. Это, ну, как бы геометрия, математика, не знаю, как сказать. Мы просто отнимаем от количества петель одного зигзага единичку и получаем количество рядов. Эти значения друг от дружки зависят. Значит, вверх у нас 24 ряда. Помните, мы посчитали, что всего 32 ряда наша вот эта огромная секция. Вот так в высоту она у нас 32 ряда. Но у меня сам зигзаг 24. Поэтому вот эта часть, которую я буду вязать одним цветом, ее теперь легко посчитать. Вот эта часть у меня будет 32 минус 24. Получается 8 рядов. Значит, вот здесь я буду вязать 8 рядочков одним цветом вверх. И вот это моя секция, вот она, я ее перерисовала. Мы сначала вяжем двумя цветами 24 рядочка вверх, 25 петель в ширину, а затем мы вяжем 8 рядов одним цветом прямо вверх. И потом у нас все повторяется. У нас раппорт узора перемещается наверх, только меняются цвета. И снова 25 в ширину, 24 ряда вверх, и снова у нас будет 8 рядов одним вот этим белым цветом. Я вот здесь вот отметила, посмотрите, постаралась вам отметить вот эту часть. Вот здесь как раз у нас, давайте сразу все запишем. Ширина у нас вот здесь 25 петель. Ширина нашего треугольника. Вот это общая высота, вот это общая первая высота, вторая высота и третья высота. У нас по 32 ряда. 32 ряда тут, 32 ряда тут, 32 ряда тут. Здесь то же самое. У нас 32 ряда. Где бы вот так? Давайте запишу. Вот эта часть
у нас 32 ряда. Вот, мы ее посчитали. Но в серединке этой части у нас она делится на 2. Вот эта часть у нас 24 рядочка, а вот эта малюсенькая, где мы вяжем одним цветом, у нас 8 рядочков. Вот так, все это мы записали. И здесь еще тоже можно записать 5 сантиметров я захотела резинку и 4 сантиметра у меня пояс. И я тоже сюда запишу 14 рядов у меня будет моя резинка и 8 рядов будет мой пояс. Если мы все это сложим, у нас должно получиться 118 рядов. Это те, которые мы считали вот в самую первую очередь здесь. Ну, вроде все объяснила, девочки. Если что непонятно, пишите. Давайте сделаем еще одну важную вещь. Напишем план вязания. Я расскажу, как рисовать эти самые зигзаги. План вязания, вы знаете, я всегда пишу. Я его люблю, потому что можно брать вот этот листочек просто отдельно от всех расчетов. И если вы куда-то поехали в поездку, берете моточки, берете план вязания, и вам не нужно вот эту всю макулатуру с собой вести, вы просто вяжете по плану. Первое, что мы должны сделать, это всегда, это набрать петли. Поэтому я пишу набрать. Сколько нам нужно петель набрать? Давайте посмотрим. Вот, всего у нас 125 петель снизу, плюс 2 кромочные. Я записываю 125 плюс 2 кромочные. Почему плюс 2? Потому что если вы сразу запишете 127, потом через год возьмете вязать эту юбку и будете думать, а надо кромочные или не надо, это с кромочными или без. Поэтому я всегда пишу 125 плюс 2, всего 127 петель. Набираем. Дальше второе, что мы делаем, мы вяжем резинку. Резинка у меня будет 1 на 1, у вас резинка может быть своя. Я вяжу ее 5 сантиметров, и она у меня составляет 14 рядов. Вот это мы все посчитали. 14 рядов. В скобочках я пишу 7 лицевой ряд плюс изнаночный ряд. Я люблю делить на пары все эти ряды, мне так удобнее вязать. Туда-назад это одна клеточка. Рисую я свои любимые клеточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот я связала туда-назад свою резинку. Так, карандашик бы. Связала туда-назад свою резинку, отмечаю. Дальше еще раз связала туда-назад, отмечаю. И таким образом я сразу свяжу 14 рядов, мне не нужно будет пересчитывать, я все вижу. Вот это мои любимые клеточки. Третье, что мы делаем, мы вяжем сами зигзаги уже. Зигзаги у меня всего... сколько они у меня там, 44 сантиметра, 96 рядов, но они делятся на 3 блока. Первый блок, помните, второй блок и третий блок. Вы можете в блоках даже расписать ваши оттенки. Кстати, здесь я отмечу для себя, что спицы у меня будут 4,5 миллиметра, а зигзаги у меня будут 5 миллиметров. Это все тоже можно в плане вязания отметить. И вот первый блок у меня состоит из 24 ряда плюс 8. Помните, да, 24 ряда 2 цвета, 8 рядов 1. Снова 24 плюс 8. И третий блок я советую вам написать просто 24 ряда. Почему? Потому что... Где? Вот. Потому что вот в этом последнем, вот в этой последней части, где мы будем просто вязать прямо вверх одним цветом, у нас будут выточки. И эти выточки мы еще должны рассчитать. И для выточек будут у нас отдельные расчеты, мы их будем делать на следующей неделе. Поэтому я пока провяжу просто вот эти 24 ряда, остановлюсь где-то вот здесь. И дальше буду считать заново. Поэтому здесь третий блок пишу для себя 24. И четвертое, что мы потом будем делать, мы будем вязать выточки. И как раз эти выточки составят у меня 8 рядов. Возможно, они будут больше, возможно, меньше. Здесь мы можем корректировать как раз-таки нашу длину юбки. Потому что вот здесь, помните, вы у меня спрашивали, было такое, я еще не определилась и не знаю. Вот вы, когда довяжете до этой точки, вы можете сделать влажно-тепловую обработку вашей юбки, измерить ее высоту, посмотреть, вы же знаете здесь сколько должно быть у вас сантиметров, все это легко посчитать, ряды есть.
Вы сделаете влажно-тепловую обработку, посмотрите, какая высота у вашей юбки, и тогда уже подумаете, нужно добавлять какое-то количество рядов для длины вашей или наоборот, может лучше что-то убавить. Тогда либо вы сразу чуть-чуть распустите и выточки, например, сделаете сразу здесь в треугольниках, и после вот этого треугольника начнете вязать пояс, либо вы вот эту часть увеличите, и у вас тут сверху будет немножко больше, чем 8 рядов, может быть, у вас тут будет 10-15 рядов, тоже для того, чтобы увеличить длину вашей юбки. Здесь можно тоже посерединке увеличивать количество рядов, вот в этих местах, когда вы просто будете вязать одним цветом. Но это вы можете узнать, ну вот прям заранее, потому что, ну, потом вы не захотите распускать, если вам что-то не понравится. Я советую вам увеличивать длину вот уже в этом месте. Так, план вязания написали. Сейчас почитаю ваши вопросы и еще покажу, как рисовать эти зигзаги. Так, читаю, задавайте вопросы. Так, если снизу платочная, ее тоже лучше не меньше 5 сантиметров. Ну, платочную можно сантиметра 4, да, думаю, да, чтобы тоже не закручивалось. Так, Саша, высота 20 рядов или 22 ряда? Где? Давайте проверим. Может, я что-то не так делаю. 32 ряда. Вот здесь у меня 32. Где 20 или 22, я не знаю. Да, треугольник, правильно. Вот про это. Вот девочки говорят, точно треугольник. Да, это полностью такой, знаете, равнобедренный. Ну, у нас, если петли и ряды смотреть, то и равносторонний треугольник. Один ряд на один цвет не может быть, я что-то не так посчитала. Один ряд на один цвет. Может быть, вот здесь может быть. Ну, тогда вы просто нарисуйте. Вот здесь я нарисовала с пробелами, а вы нарисуйте для себя это так, чтобы пробелов не было, чтобы вы посмотрели, как ваши зигзаги смотрятся. Вообще может быть, конечно. Если у вас юбка короткая, например, да, то, ну, никак не поместятся эти зигзаги. Короткая, широкая. Смотрите тоже по этой ситуации. И точно так же длина регулируется. Если вы, например, юбку вяжете длинную, и у вас тоже 5 зигзагов, и по ширине, например, как у меня, то у вас тоже тут может не 8 рядов получиться, а все тоже 24. Это нормально. Либо увеличивайте количество зигзагов, либо у вас тогда полоски будут шире. Самое сложное правильно рассчитать плотность вязания, иначе все эти расчеты зря и перевяз неизбежен. Поэтому я вам советую измерять образец дважды, сегодня, например, и завтра, чтобы быть точно уверенным. Так, в плане вязания не совсем понятен второй пункт. Так, второй пункт. Мы вяжем резинку 1 на 1. Вот она у меня здесь в выкройке. Мы вяжем резинку 1 на 1, 14 рядов, 5 сантиметров. Клеточки вы можете не рисовать. Но смотрите, если мы посмотрим всего 14 рядов, это значит у меня всего 7 пар. 7 пар. 7 пар лицевой ряд плюс изнаночный. Мы вяжем лицевой ряд лицевыми, изнаночный ряд изнаночными. Мы связали в одну сторону и назад. И это у нас одна пара. И вот одна клеточка. Вы можете здесь нарисовать 14 клеточек и отмечать 14 рядов. Мне просто проще отмечать поменьше клеточек, потому что я быстро вяжу. И ну, каждый раз брать карандаш после каждого ряда мне не очень удобно. Поэтому я делю 14 рядов на 2. И у меня получается 7 пар лицевой ряд плюс изнаночный. Я думаю, пока не увидишь, как вязать, не поймешь. Вы пока делаете расчеты, пока все считайте, а завтра мы с вами будем вязать. Все отлично понятно, спасибо. Как будет идти направление вязания? Вот, сейчас покажу. Как вязать зигзаг? Вязать зигзаг будем завтра. Я без зигзагов вяжу, сколько нужно оставить сантиметров на длину выточек. Ну вот здесь все зависит, девочки, от расчетов самих выточек. Если вы вяжете просто лицевой гладью, свяжите, ну там, не знаю, оставьте сантиметриков 10 сверху, ну плюс пояс, свяжите на 10 сантиметров меньше. И мы, когда будем делать расчеты выточек, тогда вы уже точно будете знать. Мне сейчас тяжело сказать, потому что у всех очень разные случаи. А если вы вяжете просто лицевой гладью, то вы сможете в любой момент остановиться и потом довяжете. На расклешенную юбку сильно отличаются расчеты?
Ну да, отличаются. Когда пересмотрите видеозаписи, все поймете. Я не вникаю, потом спокойно с остановками смотрю на YouTube, хотя понятно и в прямом эфире, да. Шов у меня один сзади, если хотите, можете сделать 2 шва, тут и тут. Я делаю один. Если делать внизу двойной подворот, сколько лучше делать его в сантиметрах? Ну, минимум 3, а максимума тоже нет. Ну, минимум, я думаю, 3 двойной подворот будет неплох. 22 ряда имеется в виду в образце вяжем 22 петельки и высоту 22 ряда. Верно, потому что мы не считаем ряд наборный и ряд закрытия, чтобы у нас было 20 рядов и 20 петель минимум рабочих. У меня один зигзаг, 35 петель, высота 34, да, 34 ряда. У Александры все расчеты исходят из 20 рядов. Ну да, я так привыкла. Так, давайте я покажу вам. Я просто вяжу образцы маленькие, у меня плотность не меняется, и для меня не страшно. Я вообще могу вот такой малюсенький связать. Ну, вот так. Давайте я теперь покажу вам, как рисовать этот зигзаг и как его, ну, как бы чисто теоретически, как его вязать. Я рисую один раппорт. Помните, мы с вами рисовали его вот здесь. Вот он. Я переношу его просто на клеточки. И здесь измеряю 25 клеточек в ширину. И в высоту я отмечаю 32 рядочка. Вот я все это ограничила таким вот прямоугольником. Отметила, что снизу у меня резинка. Здесь у меня будет сверху пояс. И я стала рисовать свой вот этот зигзаг, начиная с одной клеточки. Наш зигзаг, заметьте, он, я еще завтра это вам все покажу, когда будем вязать, он смещается на одну клеточку несинхронно, на одну петельку. Вы сначала убавите одну петельку с этой стороны, в следующем в изнаночном ряду убавите с этой, потом убавите в лицевом с этой, в изнаночном ряду с этой, в лицевой с этой, в изнаночном с этой, и у вас идет немножко такой перекос. Это делается для того, чтобы в конце у нас осталось не 2 петельки, а одна единственная. Точно так же, как и в начале, чтобы у нас вот эта нижняя часть нового цвета, она была тоже из одной петельки. Вот делайте так, как у меня, смещаете на одну петельку, ну, как это сказать, несинхронно, да, у нас одна петля в лицевом ряду будет убираться, а с другой стороны в изнаночном убираться. И вот таким образом мы доходим до серединки. У нас здесь должно получиться четко 24 рядочка. Если мы посмотрим, у меня тут отмечены по 10 петелек клеточки, по 10 рядочков, да. Вот 10, 20, раз, два, три, 4. Вот ровно на 24 ряду заканчивается мой зигзаг. То есть, если вы вот сделаете четко, как я, от 25 отнимете 1, у вас четко получится 24. И дальше здесь прямо вверх я вяжу 8 рядочков уже одним цветом. Вот у меня тоже 8 клеточек отмечены. Смотрите, здесь у меня сбоку я буду отмечать эти свои ряды. Тоже, когда буду вязать, я прям буду вот так вот каждый провязанный рядок отмечать карандашиком. И я здесь отметила для себя 3 вот эти секции. 3 секции у меня идет вверх. Вот они, 1, 2 и 3. 1, 2 и 3. 3 секции у меня идут вверх. И я прям так и написала. 1, 2, 3. И буду отмечать снизу вверх каждую клеточку каждого рядочка. Сначала отмечу все рядочки с первой секции. Когда дойду сюда, я снова спускаюсь вниз. Уже у меня будут другие цвета, но вся схема будет такая же. Вяжу вторую секцию. Дальше дошла до верха, все провязала. И вяжу третью секцию. И вот в третьей секции мы останавливаемся перед тем, как начнем вязать уже одним цветом последнюю нашу часть. Вот, я вас просила остановиться вот здесь. Вот как раз в третьей секции мы вот тут останавливаемся. Вот мы довяжем последние рядочки. И дальше вот этим желтым я отметила. Мы будем вязать просто каким-то своим одним цветом прямо вверх лицевой гладью, делая выточки. Выточки мы посчитаем позже, и как раз вот это место, оно у нас будет с выточками. Мы его с вами потом довяжем. Вот так вот я работаю. Еще смотрите, вы можете начинать прямо отсюда, но я не знаю, почему так у меня в жизни случилось. Не спрашивайте, девочки. Не знаю почему, но почему-то мне удобнее вдруг вязать вот отсюда, с серединки.
юбки. И я вяжу свой зигзаг вот отсюда. И тут точно так же отмечаю. Вот у меня пошел лицевой ряд, изнаночный ряд в другую сторону. Не забываем, кстати, да, что в этой схеме мы вяжем лицевой в эту сторону, изнаночный в этот. Читаем схему. И я вот почему-то так для себя решила, что я начну с серединки. Лицевой ряд связала здесь, перехожу сюда и 5 раз вот это вяжу. Изнаночный ряд начинаю отсюда, вяжу так и 5 раз вяжу. И вверх так поднимаю. Завтра покажу, как с этой схемой работать, как вязать. Самое важное. Вы можете начинать отсюда, не имеет значения. Но вообще, в принципе, у меня юбка-то получится в итоге не вот такая, а как бы вот так. А здесь еще половинка вот этого зигзага. То есть у меня край будет вот такой. Ну, опять повторюсь, что это не имеет значения. Так, сейчас я переверну камеру, почитаю ваши вопросы, если они есть. Очень переживаю, все ли понятно. И будем заканчивать. Напишите, все ли понятно. У нас 10 минуточек осталось. Может быть, что-то поясню. Эти расчеты вы... Так, еще поправлю камеру. Так. Фух, уже устала. Но все успела объяснить. Самое важное. Если вообще ничего не понятно в расчетах, я советую вам... Так, у меня опять тут ничего не двигается. Я советую вам просто открывать запись прямого эфира и делать все пошагово, как я. Вот потихоньку, шаг за шагом делать, как я, не смотря вперед. Вот я сделала этот шаг, я там записала плотность, вы тоже записали. Я записала, сколько у меня сантиметров снизу, сколько сверху, вы тоже записали, посчитали. И так, шаг за шагом делайте все мои действия. Ну, не пытайтесь понять сразу, если сейчас вообще ничего не понятно. Так, читаю вопросы, задавайте, девочки, и напишите, понятно ли. Если у вас нет никаких зигзагов, нет никакого узора, ну, я имею в виду разноцветного, тогда вы просто считаете количество петель снизу, количество рядов вашей юбки и вяжете. Ну, я же говорю, примерно где-то за 10 сантиметров до конца остановитесь, мы будем считать с вами выточки, делать расчеты, потом довяжете выточки. Если у вас юбка расклешенная, либо карандаш, расчеты на эти юбки мы сделаем с вами в четверг, послезавтра. Завтра я покажу, как это все вязать, как на практике. У меня ширина зигзага 39 петель и 33 ряда. Как считать? 33 ряда имеется в виду целая секция, да, тогда вам нужно увеличивать количество зигзагов, увеличивать, чтобы у вас ширина была не 39, а поменьше, чтобы у вас все поместилось. Либо увеличивать длину юбки, но, скорее всего, длину юбки увеличивать вы не захотите, это неразумно, поэтому подстраиваем зигзаги под юбку. Можно внизу зубчики вместо резинки, можно все что угодно, вы сами себе дизайнер, вы сами составляете свой фасон вашей юбки, и у вас может быть все что угодно. Вот, кстати, по поводу другой интарси, если у вас какой-то другой узор, не зигзаги, вы точно так же делите этот узор на вот такие раппорты, считаете сам раппорт, сколько у вас должен быть в ширину, высоту, и эти раппорты как бы вставляете в ваши желаемые размеры юбки, точно так же, как мы сделали сейчас с зигзагом. То есть тут у вас может быть любой рисунок, не обязательно вот эти треугольники. Счетчик рядов приветствуйте. Я сама со счетчиком не вяжу, но если вам удобно, вяжите, пожалуйста. Главное, чтобы вам было удобно, потому что это ваша работа, и вы вяжете для себя, а не для меня. У меня пряжа очень хорошо держит резинку. Резинка 5 сантиметров не будет сужать сильно юбку. Хочется, чтобы юбка была прямо, а не заужалась к низу. Тогда советую резинку не вязать, а вязать, например, платочную вязку. Она не будет никак ее сужать. Либо связать минимум 3-4 сантиметра резинки, чтобы она у вас не сужалась. Вообще, смотря какой состав, в процессе носки любая резинка, особенно на юбке, она у вас немножко растянется. Учтите, что юбка будет прямая. Вот первое время вы, когда будете ее носить, либо когда вы ее сразу свяжете, вам будет казаться, что она карандаш. Вот как у меня на фотографии, да? Все не верят, что юбка прямая, всем кажется, что там фасон карандаш. На самом деле прямая, просто со временем снизу она немножко подрастянется.
Спасибо большое, поняла. 22 петельки, из них 2 кромочные, высоту 20 рядов, легче считать, получается 20 на 20. Верно, это про образец. Саша, я все рассчитаю, можно тебе присылать в Телеграм, чтобы ты посмотрела. Если вы участвуете в интенсиве, это не только можно, это нужно сделать. Наше домашнее задание, второе, состоит в том, чтобы вы сделали расчеты вашей юбки. Вот шаг за шагом, так же, как я, и скидываете мне их. Сделать это домашнее задание нужно до 5 апреля, это, по-моему, пятница. То есть у вас есть впереди 1,5 недели на то, чтобы сделать все эти расчеты. Можете присылать побыстрее, можете даже уже резинку начинать вязать, потому что, ну, как бы не тяните. Лучше связать юбку за 2 недели, чем потом в последнюю неделю спешить, торопиться и бояться, что вы не успеете. Саша, добрый вечер. Если узор интарсии не зигзаг, а волнистые полосы, вертикальные, сложно будет разобраться? Точно так же рисуете вот это все, потом переносите этот рисунок на клеточки и вяжете. Все то же самое. Я на примере своих зигзагов рассказываю, как это делать в принципе всегда. Когда убавляем один цвет, а другой добавляем или нет? Добавляем обязательно, конечно, у нас же количество петель всегда одинаковое. Здесь у меня всегда 25, да, я уже забыла. Всегда одинаковое, но с каждым рядом цвет у нас уменьшается на одну петельку, а другой добавляется. Цвет меняет, да, заменяется. Саша, счетчик рядов понадобится. Это вы вяжете как хотите. Мне он не нужен, я вяжу по клеточкам. Ну вот мои клеточки в ходу, только они уже теперь у меня вверху. Я отмечаю в каждой клеточке каждый провязанный рядок. Вы правильно вяжете от центра. Тут нет правильно-неправильно, девочки, можно вязать с любого места, но мне от центра удобнее. Хорошо, что у меня завтра выходной, мне казалось, что расчеты будет проще, но это очень интересно. После прямого эфира всегда кажется, что это очень сложно и слишком заморочено, и мне даже комментарии пишут, зачем столько сложностей, когда можно все в 2 раза меньше по величине расчеты сделать и в 2 раза быстрее рассказать. Но я дотошно стараюсь рассказывать, чтобы вот даже, простите, даже самые-самые неумехи понимали. Все понятно, все очень доходчиво и понятно, все понятно. По твоим расчетам все понятно и логично, надо со своими разобраться. Получится. Юбку вяжем не по кругу, нет, мы интарсия, юбку вяжем поворотными рядами. Если у вас юбка одним цветом, вы можете ее вязать либо по кругу, либо с 2 швами, тоже как хотите. Саша, представляешь, это первый интенсив, где я не участвую. Яна, слышишь, я как-то куда-то добавляла кого-то или что-то, я не помню, или удаляла, вот не помню. И смотрю на тебя и думаю, ты ж, наверное, участвуешь? Добавлю. И добавила. А потом понимаю, что вроде ты не участвуешь. Я уже автоматом тебя добавляю в группу участниц, потому что для меня это очень удивительно. Не хотела такого совсем, ждала очень. Но сейчас много своих проектов. Благодаря тебе юбку позже буду вязать. Это хорошо, если есть что вязать. Так, обязательно ли рисовать цветные зигзаги, как у вас? Этот рисунок обязателен? Нет, вы делаете как удобно вам. Я хочу просто, чтобы было наглядно. Все понятно, но надо будет мне считать, сколько зигзагов делать. У меня большой размер. Можете 6 делать. Можете посчитать сначала на 5, посмотреть, как там по высоте, и подумать, может сделать 6. Так, все понятно, но мне страшно. Ничего, все получится. Почему вязание идет снизу, а не сверху? А без разницы. Вы можете и сверху вниз вязать. Но я в этой юбке рассказываю от простого к сложному, чтобы выточки у нас оказались в конце, и чтобы пояс у нас тоже оказался в конце. Все-таки резинку начать проще, чем сейчас я начну рассказывать пояс, выточки, а вы будете говорить, ну когда интарсия, ну когда мы начнем вязать, уже самое интересное. По-любому будут такие вопросы, поэтому решила начать именно с интарсии, а закончим уже выточками и поясом. Мы с расклешенными юбками так долго будем ждать. Недолго, послезавтра сделаем расчеты, это совершенно нормально. Вы можете воспользоваться моими другими интенсивами. Если вам нужно, я скину ссылку, там я рассказывала расчеты расклешенной юбки и карандаш. Я просто послезавтра буду повторяться для вас, кстати. Это все я уже рассказывала. Господи, какой магазин за спиной у Сашеньки. Это не магазин, это мои нитки. Я сегодня 3 магазина обегала, чтобы купить нитки, которые мне посоветовали. Спасибо Кате Труновой. Если юбка расклешенная, внизу тоже резинка? Не надо.
Саша, что за пряжа у тебя на стеллажах? Это моя для вдохновения. Я из нее практически не вяжу, очень редко. Если у меня будет, допустим, 9 зигзагов, мне нужно будет 9 моточков, я вам скажу больше, в одном месте даже 10. Но я завтра об этом расскажу, не пугайтесь. Не пугайтесь. Сколько ниток отматывать для треугольника, тоже расскажу завтра. Насколько должен быть плотный образец. Оксана, ну чтобы петли не забивали друг друга, чтобы они не терялись, ну и чтобы не слишком был он рыхлый, чтобы не просвечивался. Так, вопрос ниток, отмота ниток волнует. Ой, столько вопросов, девочки, я не успеваю. Так, пряжа Ярнард джинс вязать в одну или в две нити. Решайте вы сами. Свяжите два образца, в одну нитку и в две. Саша, если не одним полотном, а двумя, это сложнее? Нет, это, возможно, даже проще, но как бы смысл заморачиваться. Так, то есть вы дома сидите? Да, это мой дом, моя комната, конечно. Если я хочу юбку с запахом. Так, давайте, может быть, я перезайду и да, отвечаю. Давайте перезайду и чуть-чуть на 10 минуток мы продолжим. Сейчас перезайду, может, будут какие-то вопросы. Хочу, чтобы все спросили. Подождем, пока подключится прямой эфир. Если вопросов не будет, то все, закончим. Сама с собой сижу, разговариваю. Так, присоединились девочки. Пишите вопросы, если они есть. Если вопросов нет, пожалуйста, напишите мне «нет вопросов», и мы тогда закончим. Я боюсь, чтобы никто не остался незамеченным. Какие-то, если я не прочитала, продублируйте, пожалуйста, вопросы. Еще чуть-чуть капельку подожду, минутки две. Если вопросов не будет, то все. Я говорю, руки так и чешутся начать юбку вязать. Так давай, ты с нами уже опытная, все свяжешь, и свои проекты, и наши, ну, в смысле, наш один. Если вопросов нет, напишите, девочки, вопросов нет. Так, про запах вопрос был по поводу запаха. Если у вас юбка прямая, вы можете делать расчеты вот по моей юбке, которую я делала сейчас, плюс еще вот эта вот величина запаха, то есть у вас будет на какое-то количество сантиметров юбка шире. А потом уже, когда мы пояс будем вязать, наверное, мы там как-нибудь это все соединим, это мы с вами лично обсудим. Если у вас юбка расклешенная, тогда да, тогда нужно по расклешенной юбке будет делать этот запах. Так, нет вопросов, нет вопросов. Ой, спасибо, девочки, что вы мне такие умнички. Вопросов нет. Ну, давайте тогда прощаться. Я буду начинать вязать свою юбку. А завтра покажу вам на маленьком каком-то образце, потому что я пока свяжу один ряд, и как раз целый час этот ряд и буду вязать, и вы ничего не поймете. А вот на маленьком каком-то, да, таком образце с интарсией, там треугольнички эти повяжем, вам будет больше понятно. По моим расчетам 35 петель, 1 зигзаг. Если по 25 петель, то ровно 7 зигзагов. Что делать, как лучше? Решайте вы сами. Я вязала юбку, у которой, по-моему, 39 петель было в зигзаге. Она смотрелась идеально. Вы понимаете, что чем меньше петель, тем мельче зигзаги. Вот если вам нравятся миленькие, 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 тогда берите меньше. Если вам нужны крупные зигзаги, берите больше. Я здесь вам никогда не посоветую, что правильно, а что неправильно. Это вот, ну, вы же дизайнеры своих фасонов, это вы решаете, какой у вас будет зигзаг. Мне важно было объяснить саму систему расчетов. Так, вопросов нет, буду все пошагово делать, да, да, это верно, пошагово делайте, прям вот как я по пунктам. Так, я длинную хочу, с вами не успею, расстроюсь, как тогда с платьем. Тогда потом свяжешь и покажешь, Яна. Так, все, вопросов нет. Все, нет вопросов, давайте тогда до завтра. Завтра мы с вами повяжем. Я думаю, что я попроверяю ваши домашки. За это время, возможно, еще какие-то нюансы появятся, которые завтра смогу вам объяснить. Может, еще до меня что-то дойдет. Я еще вам добавлю что-нибудь. Все, делайте расчеты, рисуйте свои юбки, рисуйте зигзаги. Вот эта часть не обязательно, ну хотя она наглядная, я вам советую такую сделать. Вот эта часть обязательная, чтобы вы все проверили, все посчитали,
чтобы вы увидели, как это все строится. Вот это обязательно. Сами расчеты обязательно. План вязания тоже советую написать. Вы вот этот план потом с собой возьмете куда-то в сумочку, сложите и сможете по нему вязать. Так, про юбку с запахом ответила, да. Все, до завтра, девочки. Всех жду в 20:00 по Москве. Жду ваши домашки. Скидывайте домашки еще за первый прямой эфир. И, кстати, скажу последнее, к интенсиву еще можно присоединиться в течение этой первой недели. Можно присоединяться, поэтому пишите, вы еще все успеете, все домашки сделаете. Если кто хочет, пишите в директ, вышлю вам реквизиты для оплаты. На второй неделе уже никого добавлять не буду. Все, всем пока.